Зачем копаться в своем прошлом? С одной стороны, нас, психологов, особенно глубинных психологов, психоаналитиков, часто упрекают в том, что мы заставляем наших клиентов бесконечно копаться в прошлом, находить скелеты в шкафах и тем самым уводим энергию человека из настоящего, из будущего и перенаправляем в прошлое. Это не дает никаких результатов. С другой стороны, коллективная мудрость в форме пословиц, поговорок, в форме цитат известных людей говорит нам о том, что, если обобщить, да, кто не знает своего прошлого, не достоин своего будущего. Где же правда? Давайте поразмышляем. На эту тему меня натолкнула идея, которую я услышала, очень интересная идея, к сожалению, не помню автора. Идея была о том, что она касалась сознания украинцев, да, и, соответственно, истории Украины. Кто, может быть, впервые на моем канале, я хочу сказать, что в моем подходе и в том подходе, который мы преподаем в Европейской школе психологии нашим студентам, мы говорим о том, что есть психика как система. И в этом смысле есть психика индивидуальная, есть психика групповая, это, например, сознание организации, сознание какой-то компании или сознание страны и бессознательной страны. То есть все это система, которая функционирует по схожим принципам, и, соответственно, психолог может работать как с индивидуальной психикой, так и с психикой коллективной, и с психикой больших групп, таких как страна, и большие этнические группы и так далее. Натолкнули меня на размышления о том, насколько нужно изучать свое прошлое. Идея, которую я услышала, она касается сознания Украины как страны, коллективного сознания, и она в том, что получилась, какая история с нами произошла, да, что в истории Украины почему-то не отобразилась история украинских элит. Да, то есть людей богатых, успешных, занимающих хорошие позиции социальные, создающих богатство как материальное, так и нематериальное. И вот это как будто бы не нашло своего полного отображения в нашей истории. Да? И автор рассказывает о том, что ученые, которые работали над историей Украины, в частности Грушевский и прочие, они почему-то эту тему обошли стороной. И когда мы сейчас изучаем историю, да, вот по классическим учебникам, складывается впечатление, что этих элит и не было. Да? Но на самом деле они были, и есть сейчас очень много исследований на эту тему и так далее, но почему-то это тоже отображение бессознательных каких-то тенденций коллективных наших, почему-то это, да, как бы вытеснилось, да, об этом не упоминается, об этом очень мало говорится, это как будто бы ушло из нашей истории. И что получается? Когда мы читаем нашу историю, из традиционных источников, нам кажется, что вся наша история – это борьба за независимость, это борьба за то, чтобы не быть под властью кого-то и так далее. То есть это такая типичная с точки зрения психологии история агрессора и жертвы. А вот истории о том, что люди жили хорошо, люди были богаты материально, морально и так далее, вот этих историй как будто бы нет. Хотя, повторюсь, в реальности, как говорят многие исследователи, они были, и есть интересные книги на эту тему, интересные работы. И к чему это приводит и привело нас? Да? К тому, что как будто бы нет возможности самоидентификации вот с этим таким богатым, зажиточным, успешным образом человека. Да? И мы в нашей лаборатории в Европейской школе психологии исследовали много сознания коллективных украинцев и получили подтверждение тому, что у нас как будто бы нет вот этого образа, да, что украинец или украинка – это такой богатый, солидный, уверенный в завтрашнем дне человек, да, реализованный, вот такой вот добротный, зажиточный какой-то образ. Его нет. Нет, потому что он не прописан в истории. Не потому, что его на самом деле не было, а потому что он не прописан, не зафиксирован. И вот эта идея, она показывает важность, когда мы изучаем свою историю. Хоть личную, да, то, что происходит в терапии часто, хоть коллективную. Потому что история и сознательная история, не просто, понятно, на бессознательном уровне у нас вся эта информация есть. Но когда мы это переводим на сознательный уровень, мы
видим, да, мы как будто бы, да, это выставляем на стол и видим, вот эти образы, паттерны, сценарии, нарративы я не хочу проживать, да, и таким образом я могу от них освободиться, просто потому что я их вижу. И точно так же я вижу другие нарративы, другие образы, которые я хочу проживать в своей жизни. И тогда я могу с ними соединиться. Но это становится возможным только когда история осознанна. Поэтому, отвечая, да, на вопрос, который я задавала в начале видео, зачем нужно копаться в своем прошлом? Для того, чтобы осознать те образы, нарративы, сценарии, от которых я хочу отсоединиться. Потому что пока я не понимаю, что это циклично повторяющаяся история, моя личная, родовая, коллективная, мне кажется, что это только со мной происходит, да, что это и есть настоящая моя жизнь. Когда я вижу, да, что это повторяется, я понимаю, что это иллюзия, что это некий архетип, к которому я присоединяюсь. Да? Ну, такой процесс в психике происходит. С другой стороны, когда мы копаемся в прошлом, да, мы обнаруживаем образы, которые помогают, которые являются основой для новой самоидентификации. Потому что любое изменение, хоть личное человека, хоть коллективной страны, это новая самоидентификация. Проще говоря, как я о себе думаю или что я о себе знаю. Пока мы, как украинцы, знаем о себе только то, что мы всю жизнь боремся за независимость, мы так и будем бороться. Когда мы узнаем новое, например, что на самом деле была хорошая прослойка элиты, они там были влиятельны в Европе, и это не только про Киевскую Русь, это про уже историю Украины. Это другая история о себе, это другое знание и возможность другой самоидентификации. И еще раз повторюсь, те же процессы происходят на личном уровне. Да? Вы знаете о себе что-то, и ваши результаты внешние равно вот этому знанию о себе. Если вы хотите другие внешние результаты, вам нужно узнать о себе другое. И в частности, да, вот это другое приходит путем анализа, раскопок вашей личной истории, семейной, родовой.